В данном ролике, дорогие мои друзья, я расскажу вам о том, как установить одну из самых масштабных модификаций для всеми любимой Need for Speed Most Wanted образца 2005 года. Что такого в данном моде, можете меня спросить? А я отвечу: лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Но если все-таки рассказывать вкратце, то это самая необычная и веселая модификация, что я только видел. Называется это добро Need for Speed Most Wanted Pepega Edition. Данный мод заменяет абсолютно все в игре. Здесь настолько много изменений, что замена кобальта на батину девятку от модера Вася 2004 покажется тебе детской шалостью после того, как ты сыграешь в Пепегу. Тут большое количество самых разных тачек. Мало того, они не просто заменены, а добавлены. То есть оригинальные автомобили на месте. Но зачем тебе оригинальные автомобили, когда ты посмотри, какие тут есть? Окей, ладно, это баловство. А что ты скажешь, если я скажу, что авторы мода заменили все сюжетные вставки, каждый музыкальный трек, значки, иконки и даже черный список? Каждая новая деталь является одной большой отсылкой на современную мемную культуру, переплетенную с фан-сервисом серии. Если вы шарите в инглише, знаете спидранеров и важных лиц из комьюнити Need for Speed, например, Kuro HS, то данный мод обязателен к ознакомлению. Наверное, ты хочешь спросить меня, кто этот ваш Kuro HS, поэтому я подготовил пару фактов о данной персоне, чтобы объяснить, почему вокруг него столько внимания. Kuro является самым популярным спидранером серии Need for Speed. Именно он проходит Most Wanted быстрее всех. Всегда. На одной машине, на нескольких, с гличами, без гличей, на 100% с челленджами, без челленджей. При любых условиях Kuro на первом месте. Понятное дело, что спидраны всегда проводятся в прямом эфире, чтобы все было честно. Стрим есть стрим, и понятное дело, что за солидную карьеру Kuro возникло множество различных моментов, переросших в локальные мемы, которыми кишит вся модификация. Если вы знаете английский, мод вам зайдет еще больше. Тут очень много таких шуток, те же звонки с СМС полностью заменены и переозвучены. Справедливости ради отмечу, что даже обычному игроку, который не знаком с творчеством Kuro и всей этой спидранерской движухой, все равно не будет скучно. Обычный рядовой геймер, которому просто нравится Need for Speed, тоже может найти много забавного и необычного в данном моде, который полон забавных разных деталей. Например, вот один из гонщиков черного списка, которым является известный летсплейщик, контент-креатор по Need for Speed, Black Panther. Вот вам Невиль из Карбона. И это лишь малая часть всего контента, который не даст соскучиться. Каждое слово в меню заменено на что-то свое. К примеру, при создании профиля игра спрашивает тебя, хочешь ли почувствовать историю лучше, чем Need for Speed 2015 года. Звуки в игре тоже изменены, от сирены копов до каждой песенки. И все это настроено специально для поднятия настроения игроку. Я орал в голос, когда ехал по 300 км в час на Ладе Самара в пацанском тюнинге, да еще и под хардбас. Трафик и копы, кстати, тоже заменены, а когда вы увидите, на что заменили вертолеты носорогов, то будете дико угорать. Не стану рассказывать, чтобы сохранить интригу, но добавлю, что это действительно забавно. Серия испытаний — это вообще отдельная тема. Оригинальный Most Wanted и рядом не стоял. Во-первых, они тут сложнее. Во-вторых, из гонок тут теперь не только контрольные точки, а много-много разных гонок. Иногда даже с видеовставками перед заездом, опять же со своим колоритным юмором. По факту, игра в этот мод дарит тебе невероятные эмоции, словно все те пуп-видосы взяли и впихнули в игру. Да даже не так, словно ты играешь в пуп-игру. Определенно тем, кто хочет поржать с тупого юмора, советую. Особенно если у вас в печенках сидит оригинальный Most Wanted. Ну что же, теперь приступим к установке данной модификации, чтобы вы могли как можно скорее окунуться в мир мемов и угара. С установкой могут возникнуть некоторые проблемы, но давайте обо всем по порядку. Если у вас есть сейвы от Most Wanted, то рекомендую сделать их бэкап, а сами сохранения удалить из документов. Далее устанавливаем английскую версию игры, например, в моем случае это Black Edition, репак от механиков. Затем нам понадобятся файлы самого мода. Скачиваем с официального сайта первую версию и сразу же хэллоуинский апдейт.
Открываем папку с файлами игры и папку с первой версии мода, после чего перекидываем файлы модификации в папку с игрой, подтверждая все замены. В архиве с первой версии мода также есть и другие файлы, например вот этот вот. Обязательно его перекидываем в папку с игрой, запускаем и указываем папку с игрой. На этом работа с данным файлом закончена. Далее открываем архив с апдейтом и просто заменяем файлы. Опять же, пароль от архива с апдейтом находится в блокноте. Если у вас что-то не открывается, то попробуйте разархивировать его, используя 7-zip. После завершения замены можно считать, что мод установлен. Поздравляю, вы молодец. Что ж, ребят, я надеюсь, вам понравился данный краткий экскурс по обзору данной модификации, ведь на русском ютубе она освещается лишь у моих знакомых в виде прохождения, как установить и играть никто не говорит. Поэтому решил сделать подробный гайд по установке и самому моду. Если это так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также отдельное спасибо нашим спонсорам. Благодаря этим людям видосы выходят качественнее и немного чаще. Не забывайте переходить на наш Discord сервер, на котором много интересностей.